Авиапром. Ну вот, конечно же, всегда было бы приятно рассказать, что не сегодня-завтра российские самолеты поднимутся в небо и будут перевозить пассажиров. Но, как известно, поставки задерживаются, и планы производства будут пересмотрены. Но стоит ли сгущать краски? Все-таки создание самолетов, испытания – это очень сложное дело. И в этой программе мы расскажем о компаниях, которые так или иначе связаны со сферой авиастроения. И вот наша первая история. Малая авиация без ее развития и развития России с ее огромными территориями просто невозможно. Так уж получилось, что в свое время производство небольших самолетов кануло в лету. Но, пожалуй, сейчас идет речь о возрождении. Этот, например, построили в Дагестане. Самолет, назвали его Альфа-КМ. Прототип этого самолета МАИ-411, на котором мы летали. Но это серьезная, глубокая модернизация. И начиная с лопастей там 2, здесь 3. Но двигатель, к сожалению, тот же самый австрийский пока. Остальное все российское. И испытания продолжаются. Потом сертификация и со следующего года в серию. А вот еще новинка – вертолет. По импортозамещению мы превосходим все остальные вещи, аналоги такого типа. Соосная система своя, лопасти свои, редуктор свой нашей разработки. Сейчас идет работа над своим двигателем. Уверены, что получится в истории завода. Он с 1962 года выпускает продукцию для покорения неба. В частности, системы проверки двигателей на Земле и с 2016-го осваивает производство двигателей для самолетов и вертолетов. В данном случае ВК-2500 самый распространенный требованный двигатель для вертолетов. Вот смотрите, 17 год 50 позиций, 23 год еще плюс. Итоги 20-23 год заключено договоров на чуть ли не миллиард на объем. Многое раньше было только импортным. Датчики давления для двигателей самолетов, устройство запуска ракет. Такие делали на Украине. И мы уже до 2018 года всем этим обеспечим. Есть и наземный продукт. Вместо немецких на КАМАЗах теперь свои гидроусилители руля. И в этом году мы должны их где-то около 580 штук поставку делать. И еще, кроме этого, мы разрабатываем сейчас беспилотников для беспилотников КАМАЗа. Педали, датчики уровня топлива, световая техника. Для производства новинок идет модернизация. В последние годы нами освоено дополнительно 10 тысяч квадратных метров производственных площадей. Приобретено большое количество современного программного оборудования, в том числе и пятикоординатные обрабатывающие центры. Нужны кадры. В планах создать высшее техучилище, построить для специалистов жилье. В планах и наращивать экспорт не только военной, но и гражданской продукции. Интересуется очень много арабской стороны этим вертолетом. Уже мы же макет на выставку МАКС позапрошлом году выставляли. Очень большой интерес был. Далее как раз история об экспортере и производстве, которое необходимо в том числе в авиастроении и в космической сфере. Отправимся в Оренбургскую область. Что будет, если соединить химическое производство и металлургическое? Получится вот такой завод в Оренбургской области, один из крупнейших в мире производителей хромовых соединений. Кто их покупает, где применяются, вот сейчас и узнаете.
это хром электролитически чешуирован. Чтобы его в пятый переделать, стоимость которой возрастет в 2 раза, есть вот печь вакуумная, водородная, которая позволяет нам сделать этот продукт уже 5-го передела и частота 99,5. Так выглядит продукт с высокой добавленной стоимостью. Продукт весьма нужный. Где он используется? Кто ваши клиенты? В электронике, металлургии, высокие сплавы с высокой температурой, в том числе все лунные корабли, космос. Этот продукт применяется. Хром – хороший электропроводник. И на заводе его научились производить в разных формах. Порошки, таблетки. Это тоже хром, но он качество чуть-чуть пониже. Он применяется в специальных сплавах. С 90-го года удалось не только пережить кризисы, но и нарастить объемы в 2,5 раза. Перестали экспортировать сырье и вошли в тройку крупнейших производителей в мире именно конечного продукта. Спрос на внутреннем рынке постепенно растет. Мы его закрываем полностью. Те госзаказы, которые есть, мы их выполняем беспрекословно. Но у нас есть излишнее производство, которое мы продаем на экспорт. На экспорт шло до 70% всей продукции. До санкций. Но в итоге те, кто вводил ограничения и себе сделали, только хуже. Мы сейчас на Юго-Восточную Азию, на рынок туда уходим. Он более дешевый, более сложный. Потихонечку уходим. Но с которых мы рынков ушли, такого продукта нет. Они уже сейчас думают и покупать с пошлиной будет брать. Несмотря несмотря это, да. Новые рынки, новые сложности. Важна поддержка. По экспортному центру, что хорошо, они по платежам нам помогают, страхуют, делают. И плюс мы получаем, не все производства, но некоторые производства получают как бы дотацию по транспорту. Акции в совокупности с мерами поддержки приносят эффект. Но и предприятиям не рекомендуется сидеть сложа руки. Например, завод хромовых соединений даже при падении экспорта устоял. Строит исследовательский центр, каждый год вкладывает в развитие более 400 миллионов рублей и создает вокруг предприятия отдельные производства. Мы купили линию по производству ячеистых блоков мощностью 200 тысяч тонн блоков. А еще производство гипсокартона, минеральных плит, пасты для блоков из алюминия и даже витаминов и чернил для типографии. Здесь пригодилась господдержка в виде льготных кредитов. Помощь приносит эффект. Оренбургская область в десятке, на 9-м месте крупнейших налогоплательщиков страны. У нас активно развивается особая экономическая зона, общий объем инвестиций, там более 41, почти 42 миллиарда рублей, 13 тысяч рабочих мест. Мы повторно обратились в правительство, чтобы нам еще более 300 гектар увеличить особую экономическую зону. Ну а далее, возвращаясь к воздушной тематике, история из Хабаровского края. Эти беспилотники уже совсем скоро отправятся в зону СВО помогать нашим бойцам ковать победу. Сейчас мы покажем, как производят дроны в Хабаровском крае и расскажем, где их еще можно применять, кроме как на фронте. Ну что, взлетаем тогда? Какая у него грузоподъемность? В данном случае мы подняли вес 3200 грамм. То есть 3 килограмма 200 грамм. Это не считая батареи еще веса, да? Да, не считая батареи, это чисто полезная нагрузка. Начали мы с самой простой модели. Это вот наша модель представлена здесь. Мы подвесили себе как память такой. На данный момент наше предприятие выпускает 1200 единиц. Могу сказать так, что заказов у нас после использования нашей продукции, да, у нас кратно увеличивались заказы. На данный момент наше предприятие ведет переговоры, да, о 5000 в месяц. На фронте модель за характерную форму прозвали шавермой или шаурмой.
FPV-дрон ценой в несколько тысяч рублей может отправить в утиль какой-нибудь Абрамс ценой в несколько миллионов долларов, что с успехом и делает. А дальность, насколько вот можно управлять, насколько он может далеко лететь? Наши тесты показали 12 километров мы можем пролететь спокойно с устойчивым сигналом управления и видеосвязи. Опыт боевого применения – основа эволюции производства беспилотника. У нас есть возможность замены частот, замена видеокамер, стоит модуль на ночного видения, обзор ночного видения. Конструкция при ремонте или модернизации позволяет не разбирать весь корпус, а заменить конкретный модуль проще и быстрее. Начинка в основном из дружественных стран, но это пока. Материнская плата, да, полетный контроллер, так называемый, который стоит в дроне, это вот именно вот само сердце беспилотника будет производиться у нас в Москве. Вот батареи? Батареи, да, вот, кстати, вот это один из элементов, который мы ставим, комплектуется нашим отечественным производителем. Приемники и программное обеспечение своей разработки. Все это пригодится и потом для гражданских моделей. Сельхозхозяйство, да, МЧС, это топографическая съемка вся, это, ну, просто даже в обычной гражданской жизни это нужная вещь. Чтобы развивать компанию, конечно, нужно решать кадровый вопрос. На старте работало 5 человек, теперь десятки, и специалистов не хватает. Помочь решить проблему должен краевой научно-производственный центр по развитию беспилотных технологий. И на базе этого научно-производственного центра будут открыты школы именно по обучению людей, именно обслуживанию, пилотированию, эксплуатации полностью БПЛА. Центр на базе Тихоокеанского госуниверситета. Все необходимое оборудование вуз закупает при поддержке федерального проекта «Приоритет-2030». Это часть хартии, которую предложил губернатор Хабаровского края. Уже 117 предприятий индустриального и промышленного сектора подписали хартию технологического перевооружения и импортозамещения и начали выстраивать внутренние технологические и закупочные цепочки, которые позволяют им поддержать друг друга, позволяют поддержать хабаровские бренды, поддержать российских производителей. Ну и как следствие, я именно на территории указанного предприятия доложил это председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Он поддержал нашу хартию технологического перевооружения. А важно, что многие предприятия не только наращивают производство, но и заменяют импортное. Вот пример из Дагестана. Вот в такие стеклянные шарики я играл еще в детстве. В Советском Союзе из них делали стеклонить. Потом товар стал импортным, производство было утрачено, но в Дагестане все восстановили и теперь выпускают много полезной продукции. Какой именно, сейчас вы знаете. На данный момент в России нет другого производства, кроме нашего, который производит шары. И это большой шаг к импортозамещению. Из одного шарика можно вытянуть 1,5 километра нити. То есть это нитка, которая на ощупь она похожа на обычную нитку, но это стекло, которое выдерживает большие градусы, большие нагрузки, и из него плетется ткань. Стекловолокном это предприятие в Каспийске занимается еще с 1964 года. Но всевозможные кризисы чуть не поставили точку в заводской жизни. Но не поставили же. Заводом мы занимаемся на протяжении уже 6 лет. То есть возрождаем технологию, обучаем людей. Мы уловили тот момент, когда нужно было взрослым людям передать свой опыт молодежи. И мы смогли это сделать. За 6 лет объемы производства выросли в 10 раз. Вся продукция – это замещение импорта. Стеклонити, полотна из ткани, кровельные, ровинговые для электроизоляции, для печатных плат. Это пресс-материал, он применяется и в авиастроении, в судостроении, который имеет такие же свойства, как у металла, но гораздо легче. В
В частности, для строительства нового российского лайнера МС-21 как раз пригодился дагестанский продукт. То есть самолет, в общем, обшивка внутренняя, сиденье, везде оно используется максимально облегчить самолет. Композитный материал – это части кузова автомобилей, поездов и ракет. Это уже изделие из стекловолокна, оно со связующим материалом, с эпоксидной смолой. Вот такие детали можно спокойно из него делать. Сетка из стекловолокна полезна в строительстве. Областей для применения продукции очень много. Она используется под штукатуркой, то есть, а это уже для утепления труб используется. Это последний пропитанный слой. Это уже для конструкционных изделий в виде лодок больших, до 70 метров лодки делаются из стекловолокна. По году ожидают рост выручки на 30%. Но чтобы расти дальше, нужно расширять штат. Мы столкнулись с кадровыми проблемами, и решение нашли в том, чтобы открыть на территории завода УФИЦ, это исправительный центр. Отбывшие полсрока в колонии к нам переводятся за хорошее поведение, и они обучаются, мы из них делаем специалистов. Ну, даете путевку в жизнь. Путевку в жизнь, да. Они проходят адаптацию. Мы таких исправительных центров создали уже 2. Еще одна площадка уже идет к завершению строительства места пребывания для осужденных. Очень востребованное направление. Мы видим, что запрос со стороны промышленных предприятий очень высокий. Они могут заместить все рабочие профессии, которые на сегодняшний день востребованы. В планах новые виды продукции. Для этого модернизация, в помощь поддержка государства стекольного кластера СКФО, в который вошел завод. В помощь договор займа с Кавказ РФ на 1 миллиард рублей. Ну а что касается других рынков, то в Узбекистане даже запустили совместное производство стеклотканей. И сейчас время вернуться к началу сюжета, где была информация о постройке гражданских самолетов. Вот цеха Иркутского авиазавода, где строят новый российский самолет МС-21. Средняя магистраль. Дальность полета на 5100 километров. Такие перевозки самые востребованные на рынке. Да, изначально самолет создавали в тесной кооперации с зарубежными компаниями, и агрессивные санкции, безусловно, сказались. Пришлось заменить внушительный список узлов и агрегатов, освоить технологии, включая композитное крыло, силовую установку, тормоза, насосы. Над этим трудились предприятия по всей стране. И вот что еще в прошлом году нам рассказал гендиректор завода. Очень важно, чтобы наши смежники нас и не подвели в части поставки импортозамещенных ПКИ. Поставка в настоящее время идет, и работы по монтажу тоже выполняются. Самое важное в самолете – двигатель. В МС-21 изначально он был импортным, но в Перми сделали ПД-14. Да, и в ПД-14 были иностранные детали, и тоже пришлось заменять. А ведь на создание авиадвигателя сложнейшего устройства уходят годы. И каждое изменение и в конструкции самолета, и двигателя – это испытание. Снова и снова. Ведь это безопасность пассажиров. А вот так проходят наземные испытания ПД-14 на специальном стенде. Здесь отрабатывают все параметры работы двигателя. Испытания не только на стенде, под крылом летающей лаборатории и непосредственно на самом МС-21. Все вышесказанное справедливо и к другому проекту – созданию импортозамещенного самолета Суперджет-100 в Комсомольске-на-Амуре, ближнемагистрального. Тоже пришлось заменять внушительный список деталей. Тоже нужен двигатель ПД-8. Также испытания и еще раз испытания. Нужно проводить модернизацию производств. И самое главное – нужны специалисты.
Вот на примере Иркутского авиационного завода у нас идет строительство воздушных лайнеров МС-21, и с учетом их дополнительного такого формата увеличения их количества, у нас сегодня существующей численности более 13 тысяч человек, которые работают на заводе. Мы должны это сделать к 17 тысяч. И, конечно, сегодня завод, и мы создаем такие совместные штабы, где мы формируем вот эту повестку. Регион понимает, что у него есть высшее учебное заведение, у него есть 2 профессиональных средних учебных заведения, где готовят специалистов для строительства воздушных судов. Ростех, в который входят заводы, создающие самолеты и двигатели, открывает и свои центры подготовки специалистов. Например, при Уфимском моторостроительном производственном объединении. Планировалось, что мы в год будем выпускать порядка 1000 слушателей по всем программам обучения. На сегодняшний день у нас уже стоит задача выпуска порядка 2000 людей. И если мы изначально планировали, что у нас всего контингент слушателей достигнет вот этого значения только в 2025 году, то мы сейчас уже пришли к тому, что количество слушателей, которые есть здесь, оно превышает тех показателей, которые были заложены в инвестпроекте. 70% практика, 30% теория. Курсы проводят и совместно с колледжами. Кадровый голод серьезный, а потому подобные центры создаются по всей стране. Стране, которая умеет преодолевать трудности, специалистов снова готовят, технологии осваивают. У нас одно из крупнейших производств в мире титана, авиационного металла. Безусловно, по авиастроению нанесен болезненный удар. Но у России с ее огромной территорией на самом деле нет выбора. Нужно развивать свою авиацию. И по словам главы Ростеха Сергея Чемезова, авиапром развивается сейчас в 1,5–2 раза быстрее, чем западный. Несмотря, а может быть и благодаря санкционному давлению.